Когда же на канале будут самолеты? Этот вопрос преследует меня около 2 лет, и прежде чем я начну рассказывать о постройке новой диорамы, анонс. Совместно с магазином Я Моделист мы готовим для вас ролик. Сейчас выходит большое количество новинок, и одна из них Ил-2. Сделав предзаказ этой модели в Я Моделисте, в подарок вы получите 2 фигуры, набор окрасочных масок и инструмент для нанесения заклепок. Ссылка на предзаказ будет в описании, и ждите от меня ролик с этой моделью. Друзья, всех приветствую на своем канале. В прошлых видеороликах я рассказывал вам, как сделал трактор, как сделал ферму с нуля сам, и сегодня все это обрастет большим количеством деталей. И разумеется, будут фигуры, но не хватает еще одного важного большого элемента, это ветряк. Чтобы его сделать, для начала я нарезал немного досок из бальсы толщиной 1,5 мм и из шпона 0,6. Для основы вышки взял рейки 3 на 4, в нижней части ширина будет 6 см, а верхние они будут смыкаться. Соединяю их между собой с помощью досок, которые сделаны из бальсы. Далее по диагонали приклеиваю те доски, которые сделаны из шпона. Изготовил 2 вот таких детали и точно таким же образом скрепляю их между собой, чтобы получилась вышка. Проволока диаметром 1 мм и какой-то твердый цилиндрический предмет понадобились мне для того, чтобы сделать 2 кольца. Одно поменьше, а другое побольше. Они будут служить в качестве каркаса для лопастей. Соединяю кольцо с помощью тонкой проволоки, а потом промазываю все суперклеем. Также приклеил один пруток по центру, чтобы можно было все это соединить с вышкой. Она практически готова, в верхней части приклеиваю пару мелких деталей и по всей длине делаю гвозди с помощью проволоки 0,35. Из остатков той же бальсы нарезал тонких полосок и потом порубил их на мелкие брусочки. И с помощью них слепил 2 лестницы. Для того, чтобы на ветряке сделать лопасти, мне понадобилась алюминиевая банка. Для начала нарезаю ее на полоски толщиной 1 см и потом на прямоугольники длиной 3 см, после чего делаю их трапециевидной формы. Обжигаю, чтобы металл стал мягче, и с помощью маркера делаю их полукруглой формы. Для соединения с конструкцией в нижней части проковыриваю 2 отверстия и опять же с помощью проволоки приматываю. Сначала примотал их к маленькому внутреннему кругу и потом, сделав еще отверстие, уже примотал к внешнему. Для надежности промазал все суперклеем. Профили необходимы для того, чтобы 2 части, хвостовую я также сделал из банки, соединить между собой. В трубке сделал надрез и соединил с лопастями, замазав все это акриловой шпаклевкой. Самое важное в идее этой диорамы — фигуры. Их я заказал с AliExpress и сделаны они из смолы. Всего будет 3 зомби, 2 человека и 1 животное. Фигуры склеиваю с помощью суперклея. Их сборка очень простая, но расстроило то, что фигуры зомби по детализации в худшую сторону отличаются от людей. Как итог, после покраски это сказалось на финальном результате. Чуть позже вы это увидите. После сборки все стыки промазал шпаклевкой и готово. Предметов второго плана будет большое множество, но все это такое около бытовое. В общем, идея второго этажа, сразу вам скажу, заключалась в том, что... Нет, не скажу. Это вы посмотрите ролик до конца, а потом вот уже сами мне напишите. Несмотря на то, что на подборку предметов у меня ушло целый день, это разные производители, куча всего, рассказывать здесь особо нечего. Все собирается по одному принципу, едем дальше. Обработал фигуры и закрепил их в нижней части, чтобы было удобнее красить. Для начала все фигуры грунтую грунтовкой белого цвета. А прежде чем красить предметы, разложил их по своим местам.
И чтобы было удобнее красить, сразу же приклеил. В покраске они очень примитивны, поэтому так будет удобнее. Серые цвета понадобились мне, чтобы покрасить кучу мешков, а чтобы не заляпать пол, использовал бумагу для выпечки. Второй основной цвет здесь коричневый, как и сказал, предметы второго плана, и хотелось сделать все немножко таким мрачноватым. Светлыми оттенками и методом сухой кисти слегка подчеркнул геометрию всех этих предметов. И, конечно же, немножко прошелся смывкой. Чтобы был некий эффект присутствия и ощущение объемности вот этого всего трехмерного пространства, на стену повесил плакаты. И также немножко бумажек раскидал по комнате. Года полтора назад я уже делал диораму на похожую тематику, и бутылки взял именно оттуда. Покрасив и разложив все предметы, взял масляную краску, разбавил ее и нанес на пол, чтобы еще больше добавить контраста и мрачности. И, конечно же, она уберет мелкие косяки, где я все-таки задел пол краской. Следующий этап – покраска фигур. Чтобы зомби при своей детализации казались немножко интереснее, ведь они центр сюжета, сделал их немножко модными, подобрав такие цвета для одежды, чтобы они сочетались. Но так как сюжет не веселый, все тона пастельные. А одному из них даже досталась футболка с принтом. Помимо светлого и среднего телесного тона, для покраски открытых частей тела я использовал серые и такие зеленоватые оттенки, чтобы зомби были похожи на зомби. А тут, думаю, не стоит объяснять, какие были использованы цвета. Так как я небольшой умелец фигуры, пошел по пути наименьшего сопротивления и эффекты самые примитивные. Опять же, техника сухой кисти для того, чтобы выделить выступающие складки одежды. И смывка на голову наносил в два этапа, сначала посветлее, а потом потемнее, а по одежде прошелся одним слоем. Излишки смывки убирал с помощью разбавителя. Попутно эффекты наносил еще и на предметы. Далее идет покраска вентилятора. Мне не захотелось делать его слишком важным на этой диораме, поэтому решил все по-простому. Деревянную часть для начала искупал в морилке, а сам пропеллер через один покрасил в серый и в светлую ржавчину. С помощью губки нанес что-то типа сколов, чтобы он совсем скучно не смотрелся. На серый белый, а на ржавчину темную ржавчину, и смывка здесь тоже не помешает. Рейки у вышки покрасил в темно-коричневый, а доски, потому что они немножко ближе, в светлый. И соединил две части с помощью суперклея. Деталь посередине между хвостовой и пропеллером, да просто какая-то деталь. Ровно до этого момента я не понимал, какого размера будет диорама, но когда все элементы были плюс-минус готовы, решил, что не хочу ее слишком сильно растягивать, поэтому ветряк будет помещен довольно близко к ферме, потому что вся фишка этой работы внутри. Края, как обычно, с помощью клея ПВА и бальс 1,5 мм обрамил. И все же размер диорамы получается довольно внушительный. После того, как рамка готова, заливаю туда гипс и предварительно налил немножко клея, чтобы было. После застывания гипса срезаю лишнее от бальсы. И, возможно, сейчас показалось, что диорама близится к завершению, но нет. Осталось покрасить совсем немножко. Корову для начала покрасил в черный цвет, а потом нанес на нее белые пятна.
Затем подкрасил всякие мелочи. И вот на примере людей как раз то, почему я говорил, что фигуры зомби плохие. Абсолютно так же с таким же подходом я красил людей. Их состав от зомби отличается тем, что на них просто навешана всякая амуниция. Но за счет того, что детализация у них выше, уже после покраски базового слоя выглядят они гораздо бодрее. Вернемся к основанию. Следующий слой после гипса — это гипсовая шпаклевка с добавлением песка и мелких камушков. И после того, как на всю поверхность нанес эту смесь и разровнял ее, устанавливаю ферму. Эффекты на фигуры наносились такие же простые. Складки выделил сухой кистью и просто смывка. Она здесь даже проще, чем везде до этого. Темно-серая и все. Уже третий слой рельефа, и это текстурная паста. Взял светлые, сероватые такие оттенки и просто вперемешку все нанес. По большому счету там будет большое количество травы, и роли это особой не играет. Но хочется, чтобы все было красиво. Выделил все с помощью обычной акриловой краски, разбавленной водой. После высыхания поверхности наношу на нее клей ПВА. И на всю поверхность около постройки наношу флок. Цвет подобрал самый такой нейтральный. После этого высаживаю отдельные пучки травы с помощью 12-мм флока и самодельную крупную растительность, в основном вблизь построек. И еще использовал фолиаж от фирмы AG. В процессе понял, что один слой флока смотрится как газон около дома, и поэтому нанес на него еще слой 12-мм, прям вот поверх накидал. В те места, до которых не добрался флокатор, добралась моя рука. А куда не добралась рука, добрался пинцет. Еще использовал вот такую растительность, которую мне прислали с Италии. Она очень тонкая и идеально завершила всю картину. Во внутреннюю часть просто накидал 3-мм флока и немножко камней. Вот так выглядит вся растительность в сборе, и вот такими фигуры вышли после эффектов. Буду признателен, если в комментариях вы напишите развернутую такую рецензию, потому что я прям реально старался. Вот в этот раз прям вот на 100% выжился. Даже не могу говорить. Всем спасибо за внимание, продуктивного вам творчества и до новых встреч. В инстаграме фотки будут, подписывайтесь.